Я всех приветствую. Давайте сегодня возьмем очень интересную тему и поговорим про Афину. Все сказанное на канале является либо философией автора, либо моей личной фантазией, не имеет отношения к текущей трехмерной реальности. Я не стремлюсь кого-то оскорбить и ни к чему не призываю. Афина – одна из наиболее почитаемых богинь Древней Греции, богиня знаний, искусств и ремесел, дева-воительница, покровительница городов и государств, наук и мастерства, ума и сноровки, изобретательности. В ипостаси Афины Паллады – богиня организованной войны, военной стратегии и мудрости. Силой и мудростью она равна Зевсу. Интересная тема, связанная с ее именем. В Среднем Царстве вторым именем бога Ра было Атон. Оно появилось именно там, Атон, как Антон. И у этого имени три вида написания. Один из форматов написания имени Атон с добавлением буквы А в конце дает имя Афина. То есть прямая связь с солярным символом. Солярный символ мы также видим в ее имени обязательно. Оно содержит волшебную букву тета. Мы наблюдаем, в принципе, такую интересную вещь, что иероглифы Египта становятся греческими буквами. И греческая цивилизация фактически формировалась, наблюдая за Египтом. И видя там много интересных вещей, конечно, они хотели перенимать себе, но порой не знали сакрального смысла до всей глубины, по крайней мере, или технического смысла. Поэтому получались неизбежные искажения. С изображением Афины выпускали много монет. На этих монетах были сова, три буквы АОЕ и луна. Такие символы. Афина всегда улыбается или почти всегда улыбается. Это действительно большая загадка. Первое, что думаешь в этот момент, сова, луна, луна и солнце, ведь здесь буква тета. Древние люди вообще не заморачивались особо на написание букв, они их могли переворачивать, они их могли писать против часовой стрелки, они их могли пропускать. Вот так и происходило на монетах. Иногда какая-то буква отсутствовала, иногда отсутствовали две. Люди той эпохи относились к этому совершенно расслабленно, но неизменно, обязательно присутствовала священная буква тета. Сегодня вы знаете, что мы обсуждаем иногда. Символы, которые мы видим луна и солнце. Фактически это изображение полумесяца и буквы тета на монетах, посвященных Афине. И мы видим сову. Сова как символ иллюминатов. Афина, кто она по отношению к нам, плохая или хорошая? Вот мы будем выяснять. Буква тета. Заметьте, что кто-то поставил перекладину, и теперь она звучит как фе. Хотя в исконном написании была бы не Афина, а Атена. Есть такая методика, как я скажу, сокрытия истории. Солнце и луна, сова – это символы с монет с изображением Афины. Чтобы понимать об этих символах больше, надо вот комплексно все рассмотреть. И здесь мы уже видим нить, ведущую опять-таки к Египту. Неизбежно. Символы Афины – это змеи, у нее на воротнике змеи, рядом с ней большая змея, солнце и луна на монетах, сова и солярный символ в руке. Посвященные граждане планеты, жители планеты, взяли эти символы на вооружение. В итоге мы их видим очень часто, иногда совсем уж часто. На самом деле, что здесь было на самом деле? Нам придется сопоставить персонаж Афины с Хор-Ра, чтобы понять, откуда это происходит.
Есть два способа изображения хора. Иногда без большого красного диска над головой, иногда с. В первом случае это называется хор изображения, во втором случае хор Ра, то есть с добавлением солнца, солнечного диска. Кобра, плюющая кобра, ее яд вызывает жжение глаз. Кобрами есть версия, что кобрами обозначали яркий солнечный свет. Поэтому возле красного диска находится кобра. Ну и голова сокола. Видимо, греки не знали сакральных символов, почему, что и как, но видели изображение и попросту его у себя повторили. Они увидели птицу с клювом, идущим вниз, увидели змею, увидели солярный символ. Вот этих три символа они и поместили. Здесь уже может быть другая змея, то есть исконный смысл, который, возможно, был заложен в персонаже плюющей кобры, он здесь, конечно же, утерян. Почему сова, а не сокол? Может быть, по тому же принципу, как изменились двое из 4 животных, которых сегодня называют тетраморфом. И 4 евангельских животных. Отдельно предстоит обсудить тему именно фиалы. Фиала похожа на блюдце, это похоже просто на утварь, на посуду. На самом деле, чем это является? Мы видим совершенно плоское дно, видим возвышение по краям и круглую выпуклость внутри. Нам этот символ знаком по астрологическим схемам, где именно так обозначают символ Солнца. То есть древность этого знака, вы представляете, это 1000 лет. Изначально в Египте это иероглиф, затем в Греции это буква, священная буква. Затем спустя такие сроки мы обнаруживаем этот символ, опять-таки в роли эмблемы Солнца, мы его обнаруживаем в натальных картах. Видимо, это ритуальный предмет, в старину его изображали красиво. То, что он является солярным символом, подтверждают орнаменты с исходящими лучами, разные варианты лучей, порой их ровно 24, что говорит о том, что у людей той эпохи уже было 24-часовое деление суток. Популяризация дорогих захоронений привела к тому, что на надгробиях заказчик такого надгробия обычно держал такую фиалу. И она становилась с годами все глубже, то есть шире. То есть художник порой не понимал, что она обозначает. Однажды случилось так, что видимо, исконный смысл был утерян, и мы видим уже совсем другое изображение. Видимо, скульптор подумал, ну почему у богатого человека на том свете всего-то чайная ложка каши на тарелочке. Надо побольше, потому что там в загробном мире он живет хорошо и сытно. Видимо, так и произошло, и я задаюсь вопросом, не стало ли это прототипом именно поминальной кути. То есть, что мы наблюдаем? Мы наблюдаем очевидные солярные символы, где в имени, в эмблеме в руке, которую держит Афина, фиала, и буква, которая также становится одним из ее символов, буква, которая обязательно рядом с ней изображается. Для нас она звучит тета. Обратите внимание, тета, кто-то поставил перекладину, теперь это звучит как фе. А есть ведь гора Афон. Афон. Поменять на звучание буквы тета, и будет опять-таки Атон. Атон – имя бога Солнца, второе имя бога Ра. Кстати, Саваоф. В храмах поют «Свят, свят, свят, Бог Саваоф». Это греческое имя бога, которое переводится как Сава, звезда.
Буква С похожа на перевернутую З. Сава, то есть Зава могло бы звучать. А у нас и до сих пор звезда ЗВ и Зевс ЗВ. Саваоф. А далее добавлены две буквы. Омега, похожая на W, буква хора. И рядом тета. И читается как Оф. А рядом тета. То есть получается самими этими буквами две буквы, как два иероглифа, показали хор Ра. То есть все слово Саваоф переводится как звезда хор Ра. А теперь внимательно. И 2000 лет война, война без особых причин. Война — дело молодых, лекарство против морщин. И там же строчки. Звезда по имени Солнце. Звезда по имени Солнце. Хор. Имя, да? Имя. То есть получается достаточно точное описание имени Саваоф в этой строчке. Звезда по имени Солнце. Сава-Оф. Звезда хор Ра. В сегодняшнем современном православном храме читается греческое имя Бога, имеющее корни к Египту. И святая гора Афон легко, очень легко переводится как Атон, одно из имен Бога Солнца. Египет и Греция у нас буквально насквозь везде. Это удивительно. И знаете, вот попробуйте найти, вот почему так получилось, православная территория самая бедная, между прочим. Сейчас мы видим это почему. У меня на эту тему есть ролик «Кого мама родила в понедельник». Считается, что дело в бедном мышлении верующих. Но сейчас мы наблюдаем, как это делается искусственно и всегда извне. А почему именно с православными территориями борются? Именно православные территории сохраняют вот эти традиции. Греческие, а сама Греция тоже как является как бы ребенком цивилизационным от Египта. В довершении задам вам один вопрос. Почему на всех изображениях грозная воительница, которую изображают порой попросту похожая очень на парня, почему она на всех изображениях улыбается? На сегодня вопросов, пожалуй, достаточно для подумать. Вот в завершении вопрос, почему она улыбается на изображениях. Много ли вы знаете монет, где профиль улыбается? Интересная тема. Афон, Атон, Саваоф и связь с греческой богиней Афиной. Сейчас ее символы вокруг среди нас. А вы помните взрыв на мосту, какого числа он был? 8 октября. Я предполагала 6. Кто давно на канале, помнит мой ролик, который я выпустила в сентябре. Вы свидетели, что я его выпустила до. И дальше я ждала, я наблюдала, будет ли что-то особенное в начале октября. Пишите комментарии, ставьте лайк и до новых встреч.